Всем привет! Я продолжаю показ своих идей. Рецепт теста вы можете посмотреть под видео в инфобокс. Я напишу ссылку на замес теста. Рыбу сперва нужно промокнуть вот так вот, чтобы не было тут воды лишней. Все, рыбу промокнули, теперь ее нужно нарезать. Все, рыбу теперь нужно посолить чуть-чуть, перемешать все. Тесто я уже раскатала. И сюда выложу рыбу. Все, теперь нам нужно поднять края, защипнуть. Теперь нужно заняться узором. Сегодня я ничем не смазываю, а наоборот больше в муке вот так вот обваляла. И тогда они тоже не слепливаются, и тогда легче их перекладывать и разрезать. Разрезаем вот так вот. Вот так вот растягиваем. Тут желательно тоже все прорезать. Но когда смазываешь маслом, потом с ним тяжело работать, она сильно тянется. После того, как вы смажете, тесто очень такое тянется. И сложно им делать узоры. Поэтому сегодня я ничем не смазываю, а вот так вот их растянуть. И сворачиваем рогаликом вот так вот, чуть выше середины. И вот так складываем. Я пока не защипляю их, просто так вот. Потом я уже на пироге вот тут вот еще растяну все. И я сегодня посмотрю, 4 или 5 штук я буду делать. У меня сегодня пирог побольше, может быть я сделаю 5. Я всегда делала 4, а сегодня, скорее всего, 5 буду делать. Я посмотрю, когда буду выкладывать на пирог, сколько мне надо. 4 или 5. И теперь будем выкладывать наш узор. Я сперва так положу, пока не буду ничего прижимать. Потом, если надо, я подправлю. Вот тут желательно, чтобы вот так вот было немножко раскрыто, вот здесь. А вот здесь можно их соединить. И если тут у вас, я говорила, я делала 4, у меня вот это все сходилось. Если у вас здесь не сходится, просто вот так вот все соедините. Она еще поднимется тесто. Все, я выложила 5 лепестков. Вот здесь я их немножко вот так вот придала им форму, растянула их немножко. И вот здесь вот я просто вилочкой вот так, чтобы она потом не вздулась, вот эта середина. Если вы будете делать 4 лепестка, то у вас вот эти все соединятся, и вот эту вам не нужно делать. Все, пирог постоит теперь 10-15 минут. Тесто у меня уже сильно поднялось. И я поставлю в духовку на 180 градусов, по времени потом скажу. Все.
пирог у меня начинает подпекаться, и вот теперь я его только смазываю желтком. Вот у меня один желток. Сюда я добавлю 1 ложечку масла растительного и где-то 1 ложечку молока. Молока немного. И вот это все размешаю. И вот этим я теперь смажу. Сразу я не смазываю, чтобы вот эти вот не слиплись. И он у меня сейчас постоял 20 минут. Ну, я думаю, что минут 10-15 еще ему надо постоять. На 180 градусов. И от того, что вы добавляете в яйцо масло растительное, но потом нету такого запаха на весь дом вот от яиц. И корочка от этого становится мягче. Вот мой пирог в готовом виде. И пекла я все вместе 45 минут. У меня сегодня другая программа, я на другой программе пекла вверх-вниз, и он немножко дольше пекется. Вот так вот. Мягкий. Можно его достать с духовки и накрыть полотенцем, и он тоже будет мягкий.